Вы знаете, вот я не могу понять, люди вообще к этому не готовятся. Вот когда свадьба, например, да, тут тебе флёр-д'оранж, тут и свадебное платье, и у мужчины ботинки лакированные, и куда будущую свекровь посадить, и где друзья невесты сидят, и в чем они одеты. Люди по году готовятся. А как развод? Я ухожу к маме, я тебя больше не люблю, у меня появился другой, никакой подготовки. А ведь развод — это еще более тяжелое мероприятие, чем свадьба. И, кстати, Александр, здрасте. Добрый вечер. Не менее значимые, друзья мои, чем свадьба. Никто не готовится. А там такие вещи. Что с детьми будет? Что с деньгами будет? А что с жильем будет? А у кого-то есть еще и бизнес свой. Как его делить будут? Как вообще мы после этого будем жить? От юриста до психолога. А то дверью хлопнула, до свидания. Как говорят на Востоке, 3 раза в ладоши хлопнул, и мы уже не муж и жена. Мы сегодня вот о чем говорим. О том, как подготовиться и к разводу, и к расставанию вообще. Действительно вызывает вопрос, почему к свадьбе так долго готовятся, даже чтобы вместе жить, люди вообще годами притираются, а развод реально 3 секунды, а потом на 10 лет еще проблем часто бывает. Суды, пересуды, разборки, выяснение отношений, чувство обиды, унижения, не могу простить и так далее. Почему люди не готовятся к тому, как им расстаться? Это очень важная тема. Если она у вас есть, такая тема в жизни, есть такая проблема, звоните и спрашивайте. Что, у нас звонок уже прямо? Да ладно, а почему не горит? Здрасте. Алло. Здрасте. А погромче? Здрасте, Михаил. Еще дать попробуем погромче. Как вас зовут? Меня зовут Михаил, мне 17 лет. То есть вы уже не в браке, Михаил, судя по возрасту. Вы уже 2 раза разведены. Не та история. А не та история. Она по теме нашей или не по теме? По теме. Давайте. Про родителей, небось? Нет. Ну, давайте, рассказывайте. Михаил, такая история. Постараюсь вкратце. Полгода назад познакомился с девчонкой, как-то влюбился, все было прекрасно, 2 месяца, только так. А потом она уехала, мы встречались, она приехала, и вот потом все что-то как-то так себе пошло. Мы стали меньше, мы встречались еще, мы в общей сложности встречались полгода, а потом последние 2 месяца мы стали очень плохо видеться, потому что она была то занята, то еще что-то. То я начал, когда она уехала на 2 месяца к бабушке, там плюс какой-то парень, которому я ревновал, он говорит, типа, я тебя люблю, что ревновать. Ну, я как-то оставил эту тему, думаю, еще будем ругаться, и решил забросить. Мы стали плохо видеться, общение какое-то стало плохое, но я что-то понял, что это не особо-то на любовь смахивает, и решил расстаться. Потом узнал то, что она ушла к тому парню, которому я ревновал. И как-то, с одной стороны, мне стало полегче. Думаю, значит, молодец, что бросил. Вовремя. Перестроил в хорошие руки, так. Вот. Но, с другой стороны, как-то вот прошел, недельки 3, и все равно какие-то есть приятные воспоминания, а как-то застревать в этом, в прошлом, не очень хочется. В чем вопрос, Михаил? Как переболеть побыстрее и... во-первых, спасибо за вопрос. Во-первых, объяснить себе, вы и так это все понимаете, что эта история не про любовь. Это история про самолюбие, про то, что жалко, обидно, что так получилось и так далее. Как бы нормальное чувство, и человек живой имеет право, конечно, какое-то время все это переживать. Чтобы сократить время страдания, нужно 100% объяснить себе, что эта история не про любовь. То есть, как вы сами так понимаете, что сначала какие-то были отношения, а потом как-то все пошло не так. Вообще на будущее, чтобы еще короче сделать страдания, вообще избавиться от страданий, кажется, грусть моя светла минут на 15, максимум на неделю, вы когда чувствуете, что все идет не так, вот тут и надо соскакивать, не надо тянуть эту тягомотную резину. Роман из Перми спрашивает. Добрый вечер, Михаил. А стоит ли готовиться к этому, если все хорошо? Нет, конечно, Роман.
Мы сейчас говорим о том, что вы решили расстаться или развестись, зависит от того, в каком статусе ваши отношения. Вот в этот момент вы должны думать, что вы будете делать дальше, как вы будете жить потом. А если все хорошо, думайте о хорошем. Вот у меня, Александр, вопрос. Вот звонок я чувствую, потому что вы прямо по губам читаем. Он Михаил звонок. А фонарик-то красный не горит? Ну, лампочку не починили, да. Черт, А так все работает. Да, спасибо. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Очень приятно до вас дозвониться, была у вас на лекции. Вот, подскажите, пожалуйста, вот я как раз сегодня, к сожалению, не успев подготовиться к разрыву отношений, сегодня со мной мужчина, с которым я встречалась полгода, прекратил отношения. Как он это Дело сделал? в том, что, мы съездили с ним в отпуск, а сегодня он сообщил, что он еще до отпуска знал, что уже не так, и, в общем, не надо мне тратить на него время. Что до отпуска? Всё об этом. Он до отпуска уже знал, что не стоит продолжать эти отношения, что не было такой прям любви. А как вас зовут? Катя, простите. Катя, скажите мне, пожалуйста, это очень, очень нужный вопрос для миллионов людей сейчас. Очень многие люди не знают, что у них уже конец, и это заставит их врасплох, как и вас, правильно? Я чувствовала, что что-то Вот, не так, я наверное. понимаю, что такого быть не может. Если у человека лоботомия, трепанация черепа, мало ли что с ним случилось, он вообще умер, а потом его из комы вывели, то да. А вот если все нормально, все живы-здоровы, то на ровном месте так не бывает. Вот вы можете мне сказать, вот по вашим ощущениям, были какие-то признаки того, что он так сделает? Были, конечно, признаки. Более того, мы когда начинали встречаться, я с ним начинала встречаться, чтобы пережить развод. То есть спокойно уйти от мужа бывшего. И я выбрала себе мужчину, который мне очень нравился физически. То есть, все во всем меня в этих вопросах устраивал. Но и все равно, и я чувствовала, что все это закончится, я знала. То есть не было такого прям желания, знаете, быть с человеком. Я очень согласна с тем, что вы всегда говорите, да, что с человеком всегда хочется начать жить, да. Мне вроде и хотелось, но я понимала, что мне это хотелось, чтобы себе доказать, что я могу. Может быть, подскажите, как перестать каждый раз себе доказывать в новых отношениях, опять в это не влезть, Слушайте, это очень просто. Вы же не по любви, что называется. Не надо людей так использовать, понимаете? Потому что вам было плохо, вам надо было как-то отвлечься. Вы так переживали развод с мужем. Видимо, этот молодой человек почувствовал ваши отношения и в результате соскочил. Вы можете быть честными. То есть вы говорите прямо, тут никто никого не любит. Просто не хочу быть одна. Вот у меня такая ситуация произошла. Я разошлась. Мне для души и тела нужна компания. Иди сюда, красивый. Все. Он хотя бы понимает, что с ним и как это вообще все происходит. Поэтому, если вы будете себя так вести открыто и честно, вы туда не заедете. Михаил, здравствуйте. Вопрос о том, как помочь себе при расставании. Мне 31 год. 5 лет назад я познакомилась с мужчиной, который очень сильно привлек меня своей личностью. Я влюбилась, а он... И все, что ли? Кажется, не тебе спасибо, не мне здрасте. Не дописано. Ой, дорогая девушка 31 года. Если вы слышите меня, напишите еще раз до конца ваш вопрос. Маргарита, Екатеринбург. Здравствуйте. Мы с молодым человеком общаемся больше года, живем в разных городах. У него, как и у меня, нет опыта нормальных отношений. Так мне Александр пытается помочь, но лучше от этого не стало. Он и все, и больше ничего нету. Есть? Ах, вот оно что. А как это... Александр, не уходите. Это мы сейчас пытаемся колдовать с монитором, на котором приходят ваши вопросы. Пока у нас это все не просто получается. Я бы даже сказал, где-то не получается. Сейчас, друзья мои, небольшая пауза с этим самым монитором. В процессе его налаживания. У нас есть звонок, и потом, когда монитор мы приведем в сознание, мы к нему вернемся. Добрый вечер. Да, здравствуйте, Михаил. Где-то 9 месяцев назад рассталась с молодым человеком, очень болезненные отношения. Как вас зовут, прекрасная незнакомка? Простите, Дарья. Дарья, так. И
практически сразу начались другие отношения, и очень многое не устраивает, и я решила их разорвать. И что в прошлых отношениях, что в этих, мне начали говорить, что я веду себя как ребенок, я не хочу бороться за эти отношения. И я не понимаю, это на самом деле какое-то детское поведение, если не нравится, сразу отворачиваться. То есть, если ребенок, он не борется, а если взрослый, он, конечно, борется. Вот так, да, они говорят? Ну, получается так, да. Понятно. Вы знаете, давайте считать, что я тоже ребенок. Я не думаю, что за что-то надо бороться в этом смысле. Поэтому я считаю, что это к детству не имеет никакого отношения. Но кто-то хочет бороться. А как понять бороться, объясните мне. Например, я не люблю кашу. И мама говорит: сынок, давай попробуем. Давай сначала начнем с маленькой ложки. Ну и так далее. Да, и так до победного конца, и в конце я ее полюблю. Так, что ли? Ну, видимо, Дарья, да, вот как борьба за отношения выглядит? Я просто вообще на самом деле не представляю, потому что мне кажется, что... А люди что имеют в виду? Вот мне тоже интересно, вот что имеют в виду люди, когда говорят, ты не борешься? Ну, значит, быстро сдаешься и... Окей, а как надо? Расскажите, а бороться это как? Ну, если бы я знала, я бы, наверное, боролась тоже вместе. Понятно. С бывшим молодым человеком. То есть мы с вами оба не знаем, как это происходит. Но есть борцы реальные, они знают, и они нам, может быть, позвонят и расскажут, как они борются. В американских фильмах обожают эту тему. Вот про борьбу за отношения, типа просто так никто не сдается. Добрый вечер. Вот такая ситуация. Встречаюсь с мужчинами, начинаю влюбляться, становлюсь зависимой от их мнений, делаю все, что они хотят. Как быть? Мария, не знаю, как быть. Если вам так нравится, ну никак не быть. Вы же не просто так это делаете, вы зачем-то же так себя ведете. Так, у нас все продолжает хулиганить наш этот самый мониторчик, но сейчас мы найдем свежие вопросы. Так, Михаил. Меня зовут Катя, мне 26 лет, 2 года встречаюсь с мужчиной, который живет под одной крышей с женой и ребенком. Жену я знаю и друзей. Знаю точно, что они с женой соседи, но не разъедутся из-за девочки и финансовых проблем. Это мои первые отношения. Вот, Катя, вам нереально повезло до первых отношений. Ну, короче, выбрала мужчину, говорит, подруга, которая никогда не будет со мной полностью. Как понять, действительно ли это так и что делать? Дорогая Катя, я вам скажу вот что. Не надо так сильно голову ломать. Серьезные отношения, несерьезные, будет он ваш, не будет он ваш. Ориентируйтесь на свои чувства, этого достаточно. Если вы спросите себя, нравятся ли вам эти отношения или нет, и ответ будет нет, то вы правильно рассуждаете, они вам не нужны. Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Мне 32, 10 лет в браке, ребенку 3,5 года. Мы приняли с супругом решение на этапе очень сложных взаимоотношений для начала разъехаться. Так. И вообще попробовать подумать о том, что друг для друга важно, поскольку в какой-то момент мы поняли, что мы стали друг другу очень далекими. Угу. У нас не стало общих интересов, и у каждого появилась своя какая-то другая жизнь. Ну, другая в плане работы и увлечений. Мы разъехались, прожили мы по отдельности, наверное, месяца 3 или 4, после чего супруг начал на меня очень сильно давить со словами, что мне нужно решение, которого я ему дать не могла. И я приняла решение, что мы расстаемся окончательно, потому что если он не готов ждать и не готов меняться, поскольку для меня было в первую очередь важно, что он, скажем так, немного не соответствует, наверное, моим требованиям, да, на данном этапе жизни. Очень болезненно, очень сложно. Самый главный вопрос, как сделать это наименее болезненно для ребенка сейчас. А ребенку сколько лет? 3,5. Ну, вам надо договориться, вот, вы видите, на первую тему наступили при расставании. Вам надо договориться с вашим мужем, с кем будет жить ребенок, как будет общаться, если ребенок живет с мамой, папа. И здесь для ребенка очень важна стабильность. То есть для ребенка важно, чтобы папа не 3 раза в день приходил, но по настроению. А чтобы папа приходил, пусть там раз в неделю или раз в 2 недели, но в одно и то же время и в один и тот же день. Дети очень привыкают к вот этим ритуальным действиям.
что, скажем, в пятницу он забирает ребенка из детского сада, и он проводит с папой 2 дня, и в воскресенье там возвращает ребенка домой, или в понедельник отводит в детский сад, например. Это очень важный момент. Ребенку очень нужна стабильность и предсказуемость. Второе. Понятно, что ситуация может быть болезненная, и как быть, если ребенок не может разорваться между мамой и папой, а быть вот как. Срочно налаживать отношения, чтобы ребенок видел, что мама и папа не в конфронтации, что у них нормальные отношения, они могут разговаривать, могут чайку попить, посидеть, погулять, поболтать и так далее. Но они не живут вместе, об этом ребенку оба родителя желательно, чтобы сказали вместе, чтобы он не бегал от мамы и папы к папе и не выслушивал разные версии одной и той же истории. Вот если вы все это соблюдете, у ребенка будет минимальные психологические потери. Вообще, давайте я еще вам кое-что расскажу, друзья мои. Ну, расставание – это вопрос эмоционально-психологический в основном. А развод, туда еще присоединяется юридический аспект. Смотрите, раздел имущества, жилье, алименты. В России нет содержания супругов, если один из супругов не является инвалидом или по какой-то причине не лишен дееспособности или работоспособности. Жизнь после развода, когда у вас есть общие дети, порядок общения с детьми и так далее. Тут очень много вопросов. Почему я начал с этого программы, что к свадьбе люди готовятся за 3 месяца, за полгода или за год, а к разводу, как правило, никто вообще не готовится ни минуты. А по тяжести проблем, конечно, развод намного труднее, объемнее, масштабнее, чем любая свадьба, даже на $1 миллион. Так вот, сегодня, вот видите, первый человек у нас задал вопрос по поводу ребенка, да? Как вот обезопасить или сделать менее болезненным развод для ребенка? Это не единственная проблема развода, так что звоните и обращайтесь. Звонок. Добрый вечер. Алло, добрый вечер, Михаил. Меня зовут Евгения. Так. Мы сейчас с мужем, но мы не официальные братья, но тем не менее уже давно живем вместе, 7 лет. Дочери общей у нас 5 лет. Есть у нас у обоих дети от предыдущих отношений. Сейчас достаточно сложная ситуация, и, наверное, я близка к завершению отношений. Ну, в принципе, я думаю, что он мужчина тоже. Но он уходит от всяческих разговоров об этом. Вы знаете, что мужчины вообще не любят разговаривать на тему отношений? 90% мужчин соскакивает, да, с этого темы. Так. Ну вот хотелось бы понять, каким образом выводить и... Не-не, вот смотрите, никаким, не надо. Считайте, что его реакция – это ответ на ваш вопрос. Какой ответ, спросите вы? Ответ такой: я не хочу это обсуждать. Теперь ваш выход. Ну? Ну как, в принципе, у нас не первые конфликты, и ранее, до рождения еще ребенка, все, ну, в принципе, после рождения тоже, когда-то это заканчивалось, собственно, тем, что я уходила. Вот, но тогда там такая была ситуация, что жилье было его. Сейчас мы в той ситуации, когда оно общее, и вот тоже вопрос. Мне кажется, даже, может быть, его реакция как-то с этим связана, да, потому что он не хочет решать эту проблему. Ну, видимо, не хочет решать проблему. То есть, нет, вопрос — это вопрос, это предложение или интонационно-вопросительное, или, если письменный речи, знак вопроса в конце стоит. Ну, мне нужно собраться и уйти, или собрать вещи, ну, или как-то еще это решить. Ну, то есть я понимаю, уйти можно любым способом. Ну, собраться, уйти. А вас интересует вопрос, видимо, с жильем. Я правильно понимаю? Ну, да. Ну, так вы его задавайте тогда уже. Задавать мужчине? Мне задавайте. Ну, должна ли я собрать детей и уйти? Вы вообще не должны делать, как хотите. Вы это жилье у нас теперь общее, правильно? Да. То, что вы куда-то уйдете с детьми или попросите мужа куда-то уйти, не решает проблему жилья. Да. А как проблема жилья по-вашему выглядит? Ну, соответственно, надо говорить о разделе имущества. То есть, понимаете, муж не говорит, а вы сами-то себя слышите? Вы сами, по-моему, не разговариваете ни на какие темы, я смотрю. Все же приходится клещами вынимать.
Ну, Давайте я вам объясню, хорошо. А то мы так еще до конца программы будем. Но жалко, что такая пара распадается, где оба супруга вообще не очень склонны что-либо обсуждать. Смотрите, друзья мои, у многих пар, зря вы, кстати, своего отца ребенка мужем называете, он вам не является мужем, это принципиальный вопрос. Примерно лет 10-12 назад из Гражданского и Семейного кодекса Российской Федерации изъяли понятие гражданского брака. Что это значит? До того вы могли жить вместе, как говорится, в грехе не расписываясь, но в случае расхождения одна сторона подавала исковое заявление в суд о признании отношений брачно-семейными. И если суд принимал решение на основании каких-то вещей, совместное ведение хозяйства, воспитание детей, проживание и так далее, то суд принимал решение, что ваши гражданские какие-то отношения такое очень все тупые понятия, потому что гражданский брак, в смысле, это альтернатива церковному, а не в смысле, что вы не расписались, но в России так принято говорить. Так вот, если суд принимал решение, что у вас реально была семья, то дальше вы имели все те имущественные права и обязанности, которые есть в обычной семье, которая зарегистрирована в органах записи актов гражданского состояния. Так вот, эту статью убрали. Вы можете 30 лет прожить с человеком. Давайте возьмем, например, вашу квартиру. Если квартира на обоих супругов, то вы ее можете делить. Если только на одного супруга, вы ее не можете делить. Почему? Она не в браке приобретена. Она, по идее, является собственностью того человека, на чьем эта квартира зарегистрирована. Чтобы вам было понятно, что это не пустые слова. Гражданский брак, не гражданский, любовник он мне или муж, а это реальная юридическая норма. Что если вы приобретали имущество, а в браке вы при этом не состояли, то имущество делить очень сложно. А иногда просто никак невозможно. Потому что оно не является ни совместно нажитым, потому что у вас нету брака. Вот в чем принципиально, как говорит Михаил Сергеевич, где собака порыта. А все так женщины прямо обожают. Говорят, это мой муж, это мой муж. А вы расписаны? Нет. Ну, раз вы не расписаны, это какой-то нерасписанный муж. Вечер добрый. Олег. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно? Слышно, но пока не видно, как вас зовут. Меня зовут Мария. Смотрите, у меня такая история. Я встречалась в России, так сказать, с плохим мальчиком, да, по молодости, после школы, больше 5 лет. Потом я переехала за границу, эти отношения закончились, и я встретила просто золотого мужчину. Он был прекрасный, поддерживал меня, у нас были общие интересы, мы гуляли, все было прекрасно. Сейчас мы больше уже 5 лет вместе, и я больше не хочу быть с этим человеком. Я поняла, что у нас разные интересы, у нас какое разные... отношение к этому рассказу имеет плохой мальчик из России? К тому, что я действительно влюбилась в этого мужчину в самом начале отношений. Так. На сегодняшний день я его не люблю. Так. Смотрите, я это выяснила еще и слушая ваши программы, потому что меня не устраивает слишком много вещей. То есть, по вашим словам, о любви уже речь не идет. Это 100%. А что вас не устраивает? Меня не устраивает его, во-первых, религия. Изначально я на это не обратила внимания. То есть человек родился в Европе, человек весь такой открытый, он сам меня выбрал. Я типичный представитель, люблю погулять, люблю выпить шампанское на Новый год, там. Понимаете, да? Типичный представитель завода шампанских вин? Вот чего типичный представитель? Он не пьет. Он не любит, когда девушка как-то... То есть он у вас исповедует ислам, правильно? Правильно. Дальше. Еще что не устраивает? У нас минута осталась. Хорошо. Не устраивает это. Не устраивает то, с кем он общается. А он выбирает только мусульман. Понял. В чем ваш вопрос? Вопрос. Первое. Как мне с ним расстаться? Ведь он говорит, что нет, ты мне подходишь, хотя я ему объясняю, что нет. А вам какая разница, подходит вы ему или нет? Вы сейчас про себя говорите, а не про него. Так расстаться, сказать, что я не хочу больше отношений.
Нет, давай, можно в кино предложить сходить. А давай разведемся или давай расстанемся, так не говорят. Вы хотите расстаться, вы и расставайтесь. Он же не хочет расставаться. Какой ж тут давай-то? Мария, вы меня понимаете? Да, он говорит, что нет, мы с тобой не расстанемся, я в тебя слишком много вложил. И что? Слишком много энергии, слишком... Короче, до свидания и все. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Виктория. У меня как раз таки насущный вопрос по вашей теме. Мы сегодня с мужем ходили в мировой суд подавать заявление. И у нас все эти истории заканчиваются тем, что он начинает вести себя лучше после того, как мы обсуждаем либо развод, либо собираем документы. Он начинает вести себя лучше. Еще лучше? Ну, начинает меняться, говорит, что нам нужно меняться, все делать по-другому. Потом все возвращается к тому, что было. И снова такой вот круг. Еще он меня уговаривает, то есть он мне там говорит, что вот, давай все делать по-другому, давай вот мы там уедем, там, ну, короче, как, первое, я уже понимаю, что как бы вот нет, мне уже вообще плохо в этих отношениях, но я, знаете, я поддаюсь, то есть он, знаете, он таким напором берет, давай, то есть вот, и я в какой-то момент, соглашаюсь, то есть, да, наверное, нужно попробовать, но я уже понимаю, что мне не доставляет радости эти отношения. Как мне все-таки, во-первых, довести это все до конца, и вообще, что со мной происходит? Ну, то есть, почему я так себя веду? Ну, вы, наверное, не готовы к тому, чтобы закончить отношения, поэтому... Ну, мне кажется, что я уже готова. То есть, мне как бы вообще никакого... Вы знаете, здесь ключевое слово «кажется». Потому что, если вы были готовы, вы бы не возвращались на круги своя. Окей, но если я все-таки считаю, что я готова, потому что я там, уже... А где развод? Вот, я, собственно, сейчас я уже консультируюсь там собственно, с юристами, чтобы, как-то это все сделать, и будет развод. Но просто мне хочется понять, что у меня такая ситуация проявляется в других сферах, что когда меня долго выговаривают, начинаю думать, что вот, наверное, человеку это очень надо, и как бы поддаюсь. Вот причина, по которой вы не готовы, она различная может быть, но это не готовность, конечно. А в чем ваш вопрос? Вопрос в том, вот, собственно, как мне все-таки настоять на своем, и закончить отношения, потому что мне как бы не очень хорошо в них. Сказать, что мне не очень хорошо, независимо от того, будем мы исправлять отношения, не будем, мне лучше от этого не станет. Как сказал Жванецкий, от меня пахнет рыбой. Чем больше тру, тем больше. Диана пишет. Елене 29 лет. Елена, 29 лет, Москва. Я переживаю на тему того, что мой брак оказался иллюзией. Муж принимает даже то, что я его не люблю, и готов принимать меня любой. Это останавливает меня от расставания. Не знаю до сих пор, можно ли полюбить того, кого уже не любишь. Если, например, делать для него все возможные, стараться ради спасения семьи. Хороший вопрос. Не знаю. То есть, если человек кого-то не любит, а потом начинает для него что-то делать, может ли он его после этого полюбить? Вы попробуйте. А потом позвоните Елену нам на радио и расскажите, что у вас из этого получилось. У меня нет ответа на ваш вопрос, потому что я не знаю. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, я так рада, что дозвонилась. Прям. Извините за мой хриплый голос, простужена немножечко. А как вас зовут? Меня зовут Анна, я с Пскова. Пожалуйста, Анна. Знаете, у меня была такая ситуация, я была готова к разрыву отношений, но вмешалась родня, и мне сказали, что просто так вы как можете развестись. В общем, был скандал, все там перессорились друг с другом, муж собрал вещи, ушел. Я не знаю, в общем, что там у него в голове потом произошло, кто с кем он там общался. Знаю уже сейчас. Но это не суть. Через 2 недели он приезжает ко мне, просит прощения, туда-сюда. В общем, мы сошлись снова, и меня гложет все-таки чувство такое, что я поступила неправильно.
что я его простила, вернулся. Но здесь у нас 2 детей. А что он сделал, за что вы его прощали? Ну, побои были, рукоприкладство. Он категорически не уважает, не принимает моих родителей. В общем, вопрос в том, что как мне сейчас себя вести. А как вы хотите, так и ведите. Вы как хотите. Я хотела бы развестись, но уже как-то страшновато. Даже не то, что я боюсь одна остаться, даже и не финансы, и не дети, а такой вот социальный такой вопрос, как к этому отнесутся родители. Ну, в принципе, это тоже меня не волнует. Просто? Причина. Что скажут, не могу сформулировать вопрос. Что окружающие скажут? Да, даже дело не в этом. Ну, как мне это закончить отношения? Вот так вот, можно сказать. Странный вопрос у вас. Вы же сказали, что вы хотите развестись. Вы не считаете, что развод это есть окончание отношений? Окончание, да, но все равно у нас будут какие-то отношения, потому что у нас дети, и встречи будут какие-то. Ну, как у отца с матерью, а не как у мужа с женой. И мы с вами попадаем на следующую интересную тему. Эта тема вот какая. Многие супруги, когда уже развод состоялся, никак не могут перескочить с одних рельсов на другие. Они продолжают, или кто-то один из них продолжает считать себя или мужем, или женой. Помните, как в Покровских воротах, да, уже развелись давно уже. Выдающаяся наша актриса Нина Ульянова уже замуж вышла по 2-му разу, а все равно играет жену. Вот это безобразная, конечно, история. И проблема вот в чем, что люди не могут сразу переключиться с одного статуса на другой. Со статуса мужа и жены на статус отца и матери. А надо. Потому что с момента развода вы тоже люди не чужие, но вы отец и мать для своих детей. То есть ваше общение должно происходить в рамках родительских отношений. И это все. Никаких вот этих вот типа вот муж с женой, уже все, до свидания. У вас до этого было куча времени. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лиза. Мне Лиза, 27. а вы обратили внимание, что одни женщины звонят? А знаете почему? Так. Вы удивитесь. Вот, казалось бы, в России, особенно где большая демографическая проблема, женщины гораздо более заинтересованы в отношениях и в браке, чем мужчины. Все ж так думают, правильно? А статистика нам говорит, что из всех разводящихся больше 70% инициаторов – это женщины. Вот поэтому и звонки от женщин. Я вас слушаю. Меня зовут Лиза, мне 27, я из Москвы. Познакомилась с мужчиной из маленького города в Казахстане. Он меня туда забрал, я раньше там жила. Год мы с ним встречались, то есть летали друг к другу, и так получилось, что он мой дальний родственник. Ну, то есть я его давно уже знала. Вот, и летали друг к другу, и он понял, что хочет сделать мне предложение. Сделал мне предложение и решил меня забрать туда к себе, в маленький город, потому что у него бизнес. То есть для меня это был сложный момент решить, бросить работу в Москве, жилье съемное. Ну, в общем, 2 месяца я собирала вещи, и в итоге я переехала туда со всеми вещами, оставив в Москве работу, квартиру, все, что было. Вот. И, получается, приехала туда, когда мы прожили буквально неделю, и тут утром просыпается и говорит: я понял, что ты не мое, ничего не хочу, уезжай. Вот. При этом был назначен день свадьбы, то есть там платье куплено, туфли, в общем, такие какие-то атрибуты, да. А до этого просто был такой момент, у моего папы был юбилей, и он на него не пришел, ссылаясь на то, что он работает. Вот, я его прождала, там в 11 вечера, когда уже все садились к чаю, он не приехал все равно, я звонила, ты приедь хотя бы на чай, там все равно юбилей, 100 человек, да, у нас как бы свадьба на носу, все ждут, хотят на тебя посмотреть.
В общем, и когда я ночью уже приехала домой, он мне сказал, что как бы не выноси мне мозг. Вот, должна была поддержать меня, а не сейчас не выносить мне мозг, что как бы парень юбилей, что ты не пришел. В общем, в итоге купил мне билет, отправил меня обратно. Так. Вот. Ну и сейчас, конечно, я прошла всего неделя, я нахожусь в таком состоянии, то есть я не могу понять, то есть как бы я понимаю, что с таким человеком, наверное, не хочу дальше строить отношения, да, ну и как бы и он не хочет, но все равно мне очень плохо, и сейчас такое состояние, не знаю, куда себя деть. Вот, и вопрос в том, наверное, что мне делать в этой ситуации, как мне правильно поступить, может, не знаю, к психологу пойти или к психотерапевту. Вы знаете, потому что... хорошая мысль для психолога, но я вот что хочу сказать. Вам надо порадоваться, что с вами это произошло. Объясню почему. Если бы все-таки вышли за него замуж, родили бы детей, и после этого он сказал: ой, ты знаешь, я понял, ты не моя. Вот тогда была бы реальная проблема. А сейчас вы оставили в Москве только работу. Вы 2 раза сказали про квартиру, мы видим, что квартира у вас съемная. Она не ваша, поэтому там оставлять нечего было. Поэтому скажите спасибо, что это произошло до того, как вы вышли замуж. Понимаете, да? Да, вот, потому что он меня бросил, мне от этого не легче. Вам легче от того, что он бросил до того, как вы вышли замуж. Потому что вы только попали на моральный ущерб и на работу, которая у вас была до переезда в Казахстан. Работа — дело наживное. Моральный ущерб тоже. А вот если бы вы вышли замуж и еще бы родили или забеременели, вот это была бы реально проблема. Вы согласны со мной? Нет, я с вами согласна, но с собой, со своей психикой ничего сделать не могу. Идите к психологу, у вас очень разумная идея. К психологу. Конечно. Не к психотерапевту, а именно к психологу. Да? Я сам до сих пор не понимаю разницы. Короче, не к врачу, а к психологу. Потому что многие врачи, чтобы не пугать пациентов, пишут на бейджике «врач-психотерапевт», а не психиатр, как должны были написать. Здравствуйте, вопрос такой. Парень говорит: я не расстаюсь с тобой, потому что мне тебя жалко. А за час до этого говорит, что любит. Человек уходит от тебя, говорит: если я захочу, я приду обратно. Как быть? Бежать подальше? Понятное дело, но как прийти к этому? Ну, во-первых, понять, что парнишка-то у вас не очень адекватный. И это же даже не вопрос отношений, любит вас или нет. Это вопрос психики человека. Я не знаю, парня вашего не видел, поэтому мне трудно сказать. Вот есть такое заболевание, например, как циклотемия. То есть изменение настроения, состояния у человека. Только это к черту пошлет, к сердцу прижмет и так далее. И есть биполярное расстройство, бывший маниакально-депрессивный психоз. То мания, то депрессия. То люблю, то ненавижу. Да много что есть при нестабильной психике. Есть всякие экзальтированные психики, когда человек, так сказать, излишне эмоционально вообще живет и так далее. Какая разница, почему? Понятно, что человек, который живет с вами, потому что ему вас жалко, он вообще как бы не вариант, как говорят женщины в таких ситуациях. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Ну, наконец, я думал, позвонит мужчина сегодня еще один хотя бы, чтобы хоть статистику хоть как-то иметь. Значит, здравствуйте. Михаил, я очень старался, я дозвонился к вам 40 минут. О, как вас зовут? Меня зовут Андрей, и у меня вопрос не совсем по теме. Я звоню не насчет расставания, скажем так, а наоборот по поводу того, как сохранить отношения в браке, может быть, немножко что-то изменить к лучшему. Описываю ситуацию. Мне 40 лет, жене 35, в браке 10 лет, 2 детей маленьких, 5 и 2 года. И вот супруга последние 5 лет сидит в декретном отпуске, и за это время как бы мне приходится очень много работать на 2 работах. Произошло вот такое изменение в отношениях. То есть, видно, наложил отпечаток вот физический труд, плюс эмоциональная какая-то усталость накопилась. И вот хочется как-то, чтобы отношения немножко ожили, потому что видно, что мы устали как бы друг от друга немножко и от вообще ситуации вот в семье. А сколько младшему?
Младшему ребенку, дочке 2 года. 2 года. То есть она еще для сада не созрела. Ну, вот подходит скоро уже время. Там, я к чему говорю, что это очень оживит отношения, когда ваша жена выйдет на работу. То есть вы советуете подождать? Нет, я говорю, она вообще хочет работать? Да, она хочет работать, она дома пытается что-то придумать. Не, надо именно из дома выйти. В плане бизнеса, вот я ей попытаюсь тоже помочь. Нет, ей нужно выйти из дома. Она тяготится еще тем, что она находится в 4 стенах. Второй вопрос. Есть ли у нее пострадовая депрессия? Ну вот после рождения 2-го ребенка где-то около месяца ей было тяжело психологически. И я это замечал, но как-то я бы выправилось. Сходил бы на ее месте к доктору, как раз психотерапевту, как его тут назвали. И поинтересовался, пусть врач оценит ситуацию, потому что, может быть, все ваши проблемы от того, что у жены депрессия. Это лечится. Она грудью же не кормит ведь? Уже нет, да. Вот, так что таблетки пить может. Я к тому, что если вдруг дело в пострадовой депрессии, проблема это решаемая. Здравствуйте. Вопрос такой. Парень говорит, я не расстаюсь с тобой, это я уже читал. Встречалась с молодым человеком 1,5 года, дело шло к свадьбе. А это от Марии. Все было замечательно, признаков не было. Признаков чего, Мария? Недавно он сказал, что ему комфортно со мной, но дальнейшей жизни он со мной не видит. И ушел, не общаемся уже 1,5 месяца. Я уже сама не хочу, очень больно, унизительно себя чувствую. Как можно было к такому подготовиться, как дальше быть? Спасибо. Ну, Мария еще раз наступает на любимый мозоль под названием «А можно ли раньше было понять, что так все плохо закончится?» Друзья мои, я по фотографии не лечу, поэтому так заочно сказать ничего не могу. Но когда человек приходит и рассказывает эту love story, то ты начинаешь, даже он во время рассказа начинает понимать, что эти звонки были один за другим. Что это не просто типа «опаньки, я с тобой не хочу», а я перед свадьбой решил соскочить. Нет, были уже до этого проявления такие, где вы должны были уйти. Друзья мои, что я хочу сказать в конце нашей программы? Во-первых, хочу сказать, что действительно развод, конечно, не свадьба, но готовиться надо еще более серьезно и тщательно, чем к свадьбе. Это вам не кольца выбирать с фатой. Это делить имущество, решать проблемы с детьми и так далее. Поэтому проявите сознание. Теперь, не терпите, если вам плохо. Уходите, если вы не можете так плохо жить. Или, если вы хотите заинтересованы в отношениях, дайте шанс. А что я могу сказать? Время наше, к сожалению, подходит к концу. Поэтому я прощаюсь с вами до следующего вторника. Пока.